Наша Земля является частью планетарной системы, которая находится на орбите звезды под названием Солнце. Вокруг нее расположено относительно небольшое количество других звезд, а их планеты, вероятнее всего, не отличаются такими же благоприятными для жизни условиями, как наши. Казалось бы, ничто в этой картине не может указывать на то, что в космосе может существовать другая разумная жизнь. Однако количество звездных систем, имеющих схожие с Солнцем характеристики, уже давно не измеряется в десятках, и во всем Млечном Пути их число доходит до нескольких миллиардов. На протяжении последних десятилетий астрономы со всего мира пытались понять, есть ли хотя бы в одной из них признаки развитой жизни. И только в 21 веке науке удалось существенно продвинуться в поиске ответа на этот вопрос, что во многом стало возможно благодаря обнаружению системы ТРАППИСТ-1. Объект представляет из себя одиночную звезду с планетарной системой, в которой как минимум 3 небесных тела находятся в зоне обитаемости. Расстояние ТРАППИСТ-1 до Солнца составляет 39,5 светового года. Обнаружить систему этой звезды удалось в период с 2016 по 2017 год. Одиночное светило является красным карликом и имеет спектральный класс М8V. Его размеры составляют всего 12,1% от радиуса главной звезды нашей системы, что для сравнения не сильно превышает размеры Юпитера. Масса ТРАППИСТ-1 в 27 тысяч раз больше массы нашей Земли и на 0,11 меньше массы Солнца. Средняя температура звезды равняется 2500 Кельвинам, а светимость в 1900 раз уступает светимости главной звезды нашей системы. Период вращения ТРАППИСТ-1 составляет 3,3 суток, а возраст равен 7,5 миллиардам лет, что почти на 3 миллиарда лет превышает возраст Солнца. При этом расстояние до этой звезды постепенно уменьшается, так как светило постоянно движется к нашей системе. Интерес к этому объекту во многом связан с открытой в 2016 году планетарной системой звезды, которая включает в себя 3 объекта, обнаруженных транзитным методом с помощью роботизированного 0,6-метрового телескопа в чилийской обсерватории ESO. Изначально планеты получили названия ТРАППИСТ-1b, ТРАППИСТ-1c и ТРАППИСТ-1d. Однако при последующих наблюдениях было установлено, что наблюдение ТРАППИСТ-1d было ошибочным, а с помощью телескопа Спицер астрономам удалось открыть еще 4 землеподобных объекта – ТРАППИСТ-E, F, G и H. Таким образом, общее число планет в системе достигло 7, а 13 апреля 2016 года были уточнены и параметры всех этих небесных тел. Все 7 открытых экзопланет близки по размеру к нашей Земле, а их радиусы колеблются от 0,71 земного до 1,13 радиуса Земли. Периоды обращения вокруг родительской звезды для планет B и C составляет 1,51 и 2,42 суток соответственно. И изначально астрофизики предполагали, что обе эти планеты являются горячими аналогами Венеры. Однако после измерения их массы и плотности выяснилось, что аналогом Венеры можно считать ТРАППИСТ-1c, а первая поблизости к звезде планета ТРАППИСТ-1b, скорее всего, содержит много воды или других летучих веществ в своем составе. С помощью новых данных исследователи смогли получить информацию и о других открытых планетах. ТРАППИСТ-1d обращается вокруг своей звезды за 4,5 суток и имеет радиус 0,77 радиуса Земли. ТРАППИСТ-1e обладает орбитальным периодом в 6,1 суток, а ее размер составляет 0,92 радиуса Земли. Орбитальный период ТРАППИСТ-1f доходит до 9,2 земного дня, а радиус равняется 1,4 радиуса Земли. Если же говорить о ТРАППИСТ-1g, то ее орбитальный период 12,3 дня, а размер 1,13 радиуса нашей планеты.
Седьмой по удаленности от своей звезды объект под названием TRAPPIST-1H обращается вокруг светила за 18 суток и имеет радиус 0,7 радиуса Земли. При этом стоит отметить, что полученные изначально массы объектов, вероятнее всего, являются сильно завышенными. Впоследствии было установлено, что плотность первых 6 планет указывает на наличие заметной доли воды и других летучих веществ в их составе, что делает их массу более низкой. А находящиеся дальше других E, F, J и H могут почти целиком состоять из воды. Только планета TRAPPIST-1c имеет массу больше ранее предсказанной и может содержать более 50% железа в своем составе. Из 7 известных на сегодня планет в системе TRAPPIST-1 3 находятся в обитаемой зоне, а именно D, E и F. Если же говорить об остальных, то согласно измеренной плотности, планета B может иметь небольшое ядро или содержать значительную долю летучих веществ в своем составе. Ввиду слишком высокой температуры на поверхности планет B и C, которая составляет плюс 127 и плюс 69 градусов по Цельсию соответственно, поддержание воды в жидком виде крайне маловероятно. А объекты G и H слишком удалены от своей центральной звезды, чтобы быть обитаемыми. Однако, если верить моделям, предложенным в университете Корнелла, зона обитаемости у TRAPPIST-1 может быть значительно шире. Если рассматривать вулканический водород как потенциальный парниковый газ, то в зону обитаемости могут попадать не 3, а 4 планеты. Также TRAPPIST-1F имеет достаточно низкую плотность и теоретически может являться планетой-океаном. Перед вами температурные показатели всех планет в системе. Равновесная температура на них приведена без учета рассеяния падающего света и в отсутствии влияния парникового эффекта. Для сравнения, равновесная температура Земли при тех же условиях была бы равна плюс 4 градусам по Цельсию, а температура Марса – минус 47 градусам. В ноябре 2017 года считалось, что активность звезды не позволяет ее планетам удерживать и формировать атмосферу. Причиной этому является то, что TRAPPIST-1 часто переживает мощнейшие вспышки, которые могут негативно сказываться на ближайших небесных телах и делать условия на них неподходящими для существования жизни. При этом планеты в системе находятся намного ближе друг к другу, если сравнивать их с нашей системой. Ближайшая к Солнцу планета Меркурий расположена на расстоянии 0,39 астрономической единицы от нашего светила, а TRAPPIST-1b находится всего в 0,01 астрономической единицы от своей главной звезды. Так как TRAPPIST-1 — это очень блеклая звезда, ее изучение является не такой легкой задачей. Подобные ей красные карлики распространены во Вселенной, и на них приходится большая часть звездного вещества галактики. Выбросы плазмы у таких звезд редки, однако астрономы предполагают, что на TRAPPIST-1 могут присутствовать гигантские холодные пятна и маленькие очень горячие факелы температурой более 4000 кельвинов. Если эта догадка окажется верной, ученые смогут удостовериться в том, что планеты в системе регулярно находятся под сильным ультрафиолетовым и рентгеновским излучением, которое способно стерилизовать их поверхность и разрушить существующую атмосферу. Причиной этому является то, что интенсивное излучение, которое поступает от таких вспышек, не выдержит ни один из известных на Земле микроорганизмов, включая самую радиационно устойчивую бактерию Deinococcus radiodurans. Однако в декабре 2017 года было доказано, что атмосфера может сохраняться и при высокой активности звезд, что указывает на то, что планеты G и H теоретически могут иметь свою атмосферу. На данный момент астрофизики предполагают, что разрешить этот вопрос будет возможно только с помощью наблюдения более современными телескопами. Например, такими как Джеймс Уэбб, который будет запущен в марте 2021 года. На данный момент система TRAPPIST представляет огромный интерес для всего научного сообщества. И даже несмотря на то, что на ее планетах маловероятно обнаружение развитой цивилизации, нельзя не учитывать тот факт, что жизнь во Вселенной может оказаться кардинально отличной от наших представлений.
И далеко не все развитые организмы должны развиваться по земному сценарию. Если в ближайшие десятилетия у науки получится получить более подробную информацию об этой системе, вероятнее всего многие существующие сегодня догадки и сомнения относительно TRAPPIST-1 будут разрешены. Каждый раз, когда ученые открывают новый подобный объект, наука делает огромный шаг вперед, и мне очень приятно вам про это рассказывать. Благодаря вашей поддержке в виде лайков и комментариев под видео наш проект продолжает расти. И я очень признателен вам за то, что вы помогаете каналу Космо становиться все лучше. Я надеюсь, что в скором будущем мы сможем снова порадовать вас новостями об этой удивительной звездной системе. Ведь процесс ее изучения только начинает набирать свои обороты. И услышимся!